Вот так, друзья, я собираюсь. Всем привет, кстати. Кто не в курсе, вы на супер-пупер YouTube канале Алекс Титанов, посвященный вот этому вот всему, велосипедам, активному образу жизни и всем делам. Я сейчас собираюсь. Погода караул на улице, но у меня сейчас, вот я просто хотел показать, как это все смешно выглядит, когда ты в наших краях решил катнуть, а погода просто, я даже не знаю, как передать. Тут ясного неба практически у нас не бывает, всегда какое-то свинцовое, затянутое. Летом, может быть, иногда есть хорошая погода, больше ее никогда нету, но если у тебя хобби кататься на велосипеде, приходится кататься в любую погоду. Что я еще хотел сказать? Собственно говоря, погнали, друзья. Погнали, погоняем, потому что у меня отпуск, я не хочу терять ни одного дня. Я хочу все 2 недели, каждый день хотя бы по чуть-чуть кататься. Ну, минимум 20 километров. Вообще просто в ураган, в смерч, в торнадо. Это вот 20 километров минимально, чтобы было. Сегодня это именно такой день. Погнали. Погода огонь, друзья, просто огнище. Ураган сегодня обещают до 25 километров в час. Это скорость ветра, ну а ускорение, там как бион называется по-немецки, не знаю, по-русски это ускорение, короче, там до 50 километров, что такое, порывы, наверное, да? Но, как я сказал, делать нечего. Хочешь кататься на велосипеде, либо ты вообще не покупаешь велосипед, потому что здесь нету подходящей погоды для него, либо ты смирился и катаешь в любую погоду. Заказал я новую камеру, заклеил старую, сейчас съезжу на заклеенной, заказал новую с этой подпиской, как она там называется, на Амазоне, премиум, Prime. Доставка просто молниеносная за день и бесплатная. И стоит это 8,90 в месяц. И я просто забыл от нее отписаться. И уже ладно, закажу бесплатно. Если не бесплатно, конечно, а с бесплатной доставкой. Сама камера стоила 3,99 евро. Нормальная цена. У меня сегодня по плану надо... Руся сегодня работает, а у меня по плану было прокатить на велике, потренироваться дома. У меня сегодня грудь, трицепс, плечи и самоподстричься. Я уже последние, не знаю сколько, года 3, 4, 5 стригу себя сам. О, вот он, клиент, поворачиваю, смотрите, так. Добрый вечер. Здесь много таких, очень много пенсионеров, и на дороге просто, когда тебе еще, я не знаю, я еще бешеный. Мне 50, но меня это вымораживает, когда ты вот сейчас в обеденный час выедешь на машине куда-то ехать, и пенсионеры тоже выезжают, они просыпаются, не знаю во сколько, к 9, и начинают рассекать. А здесь ездят на машинах просто до упора, просто когда ты уже умрешь за рулем, тогда все, типа, тогда больше не надо ездить. Нет, они ездят там, где 50, они 20 едут, 10, там, где 30, они 5 едут. Меня это сводит с ума. Катастрофа. А сегодня вообще я пошел в магазин. Сейчас расскажу, сопли выйду. Сегодня 23 декабря, и завтра католическое немецкое Рождество. У них это праздник главный. Они Сильвестр, Новый год, ну, практически не празднуют, там чисто попускать петарды. Такое, не как у нас, прямо Новый год, это все серьезно. У них в этом плане Рождество, и оно завтра. И сегодня просто все немцы как с ума сошли. Все магазины забиты. Смотрите, как красота.
гуси-лебеди взлетают. Не знаю, видно, нет? Я зашел в магазин. Во! Все, очереди огромные. Немцы, если надвигается праздник, 1-2 дня будут закрыты магазины. Это все, они как сумасшедшие, что-то там кидаются закупать. Короче, все магазины сегодня битком забиты. И я по неосторожности зашел по Ангиботу купить ящик пива. Я думаю, у меня же отпуск. Надо же какое-то, чтобы было заметно, что я между обычными днями и отпуском какая-то разница есть. Потому что у меня всегда каких-то миллион дел. Велосипед, тренировки, нейросети, книги, чтение, немецкий. Что-то там все время у меня все забито. Геокешинг. Да, есть Бэкс. Бэкс, значит, 9,90 ящик. 9,90 евро. Ящик 20 бутылок. Хорошая цена. И зашел я на свою голову в магазин. Бляха, мух. Ругаются. Все на нервяке. Какой-то у всех стресс, короче. Все бросились закупаться. А вдруг еды завтра не хватит. Бросились, кто еще-то не купил подарки всем, каждому там до каких-то вообще, не знаю, соседям. Вот у нас соседи всегда кто-то, я даже не знаю кто. Ну как, они, как правило, у нас дом на 6 семей. И вот на Рождество под каждой дверью лежит подарочек. Кто-то заморачивается. А я Ире говорю, блин, давай тоже купим кому-то всем. И никогда мы ничего не покупаем. Не из-за жадности, а потому что у нас нету времени и желания в этот стресс тоже окунаться. Для них Рождество, вместо того, чтобы отдыхать, у них какой-то стресс. Я обычно там в магазинах редко встретишь, что кто-то кому-то хамил, ругался. Сегодня какие-то бабы сцепились. О, на дорогах хаос. Все пенсионеры повыезжали. Все бросают машины как попало. Ну, обычно здесь порядок на дорогах идеальный. Я не могу нарадоваться. Но вот Рождество, это начинается какое-то безумие. Бедные люди, честное слово, зачем они себе так испортили такой светлый праздник? Сами себе эти подарки, это бредятина вообще. Я вообще считаю подарки это бредом. Самый лучший подарок это деньги. Вот дал, и человек сам в любое время, без очередей, без ничего купил именно то, что ему надо. Даже если вы маленькие подарки какие-то друг другу делаете, блядь, дайте 5 евро лучше, чем вот это вот. Вы сами себе устраиваете стресс в поисках этих подарков. И потом еще и это все выкидывается в мусор. Все ваши старания. Не понимаю людей, которые устраивают сами себе стресс на празднике. У нас группа Slipknot, друзья. Slipknot. Воодушевился я первым компакт-диском. Прямо что-то раньше тяжелая группа для меня была, а сейчас так зашла хорошо. Нафига запаковал? Не подлезешь. Аккуратно запаковал продавец. Прямо такая никакая, она не тяжелая так особо. Заказал я еще один компакт-диск, купил Slipknot группы, друзья. Красавчик, запаковал просто от души. И купил я его, вот сейчас вам покажу, за 1 еврик. И доставка евро 60. Итого он мне обошелся в 2,60 евро, друзья. Состояние уже коробки вижу хорошее.
Блин, за евро. Офигеть. Включайтесь, друзья. Продолжение следует. Сейчас немножко велотура и дальше будет распаковка компакт-диска, пару слов об этой группе, об этом альбоме, а также домашняя силовая тренировка. Работа с нейросетями проходит ни шатка, ни ватка, ни ватка, ни шатка, ни шатка, ни валка. Проходит, но времени катастрофически не хватает. Самоорганизоваться надо серьезно, прям самоорганизовываться. То есть я подписался на Бусте на Сергея Нейрографа. Всем рекомендую за 5 евро в месяц просто наиподробнейшее изучение нейросетей, каких хочешь. Я сейчас сфокусировался на Stable Diffusion. Да. А именно на фокусе. Программа Focus называется. Я не знаю, как это работает, походу. Это какая-то надпрограмма, какой-то движок, что ли. Stable Diffusion. А программа Focus. Именно вот так надо говорить. Нет, не так, потому что там 3 О. Там Focus. И генерю картинки потихоньку. Но все это как-то пока недалеко я продвинулся. Вся сложность в этом промпт-инженерии. Составлять правильные промпты. Чтобы их составлять, ну то есть как бы задание для нейронки, для искусственного интеллекта. Чтобы в картинках правильно его составлять, надо знать много нюансов. Именно с художественной точки зрения. То есть надо знать, какие есть художники, какие стили и направления, виды освещения. И кроме этого, надо быть довольно-таки начитанным человеком, чтобы в красках и в красочных прилагательных описывать, что ты хочешь от нейросети. То есть, чтобы получить приемлемый результат, надо прямо очень детально описывать, что ты хочешь. Типа в стиле художника такого-то, ранний ренессанс, пастель, акварель, мягкое освещение, небольшая дымка, снятая на камеру Canon 684, дроп 1.2, раннее утро, золотой час, точнее вечер. Что там еще? Ракурс сверху, модель смотрит слегка в сторону, взгляд отстраненный, цвет кожи такой. Будь здоров. Когда ты последний раз читал букварь в 1 классе, задачка не из простых, я вам скажу. Скажем так, его курс Сергея, который я подписался, на который я просмотрел. Там он состоит из 5 видео, по-моему. Просмотрел, ну, раз 5, наверное. Сделал его домашнее задание. Ну, это все, говорю, там надо прямо, во-первых, следить за тем, что есть площадки, где люди постят, что они нагенерили, и там есть прямо уникальные произведения искусств. И там можно брать промпты, заимствовать, мешать со своими, экспериментировать. Ну, это капец надо времени. Это я это вообще это направление встраиваю в себя в голове, в свои, выстраиваю новые нейронные связи под это. То есть сложно вот так взять и типа, все, теперь утром, днем и вечером я буду заниматься вот этим, все остальное идет на второй план. Это надо вот постепенно, по крайней мере у меня все это постепенно, потому что если сразу я могу перегореть, а мне надо, чтобы сложились устойчивые нейронные связи, вот как с тренировками моими. Я не могу не тренироваться в любом состоянии, хоть как, хоть
хоть полежать возле снаряда, возле гантелей, но я все равно что-то сделаю. Потому что у меня сложились очень прочные нейронные связи, и я просто без этого не могу. Я чувствую дискомфорт. Так надо... Ну, то есть дискомфорт, когда не тренируюсь. И так надо теоретически во всем, что тебе интересно, в чем ты хотел бы добиться каких-то значимых результатов, делать. И у меня этот процесс очень медленный. Я так раз посмотрел видео, просто поверхностно, но обучающе. Просто послушать вообще, чтобы на слух. Это как иностранные языки. Там, второй раз уже нажал пару кнопочек, там как по рекомендациям. Третий раз уже там что-то сгенерировал. Пятый раз опять снова просто послушал. И мне надо снова и снова. Короче, занимаюсь. Как я уже говорил, купил второй ноутбук для этого мощный. И сейчас прямо на одном ноутбуке смотрю обучалку всякую разную. Уже там уже двоих я уже смотрю плотно. Прошкина и Сергея нейрографа. А на втором уже непосредственно на мощном новом ноутбуке генерю потихонечку картинки. Кому интересно, под этим видео будет ссылка на все, что я сгенерировал. То есть, ну, у меня с программы с Фокса Фотос, блядь, забыл, как программа называется. Короче, все, что я нагенерировал, складывается в папочку, и эта папочка в автоматическом режиме синхронизируется с Google Фото, и туда все отправляется. По этой ссылке, которая будет внизу под этим видео, можно посмотреть в реальном режиме, смотреть, наблюдать, что я там генерирую ли вообще. Нифига себе, целая книжка такая увесистая. Ничего себе. Серьезно, серьезно. Книжка в идеальном состоянии. Или как это правильно называется? Буклет. Компакт-диск. Состояние хорошее, скажем так. Видно, что бэушный, но состояние хорошее, не зацарапано. За евро. Состояние так и писалось good, то есть просто хорошее. Так, давайте еще раз пару слов за группу Slipknot. В переводе с английского скользящий узел, петля удавка. Это я уже говорил, американская метал-группа, образованная в сентябре 1995 года в Айове, США. Альбом группы был еще. Зачем это все? Напомню, освежу. Хочу заняться татуированием. И как бы вообще этим никогда не занимался. Но направление мне нравится. Довольно-таки творческое. Можно заработать денежку. Мне нравится. Срисовывал я с детства хорошо. Но проблема в том, что набивать, вот татуировать вообще не сложно. Это вот буквально за неделю тренировок можно обучиться. Вообще, если ты хоть как-то, хоть немножко можешь срисовывать, то как бы под каким углом держать машинку, как все держать это в стерильности, и как делать тени, ингредиенты, это все можно за неделю, за день освоить. Проблема, что татуировать. Я хочу, чтобы это сразу было, типа, пришел человек и говорит, хочу вот что-то вот в таком стиле, или хочу что-то какого-то дракона, чтобы он вот то и то делал. В общем, я хочу с помощью нейросети создавать свои оригинальные эскизы. Когда я почувствую, что я уже могу это делать, когда я куплю машинку, свиную кожу, начну тренироваться на ней, потом закончу какие-то сначала онлайн-курсы, потом офлайн, и потихоньку начну. Но пока что, то есть для этого я хочу освоить серьезно нейросети, вот создание, генерирование своих оригинальных эскизов. Но пока что я себе силы, вот в это все пока упирается. Я пока не чувствую в себе силы
делать что-либо подобающее с помощью нейронок. Ну, изучаю пока, в процессе. То есть это там вплоть до того, что ты можешь человек сказать: хочу на руку что-то. И ты такой берешь где-то в Procreate какую-то кляксу, делаешь на руку, ну, рисуешь, то есть виртуальная рука, ты на ней виртуально рисуешь где-то на планшете, в Procreate, повторюсь. И потом это вскармливаешь нейронки, и она выдает варианты разные. И ты показываешь человеку, то есть ты должен задать направление, типа что-то загадочное, мрачное, с туманкой снятое рано утром на камеру, такую-то. Выдай-ка мне пару вариантиков. И ты показываешь клиенту, человеку, заказчику, вот такое предложение, вот в таком формате. Или ты там на спину там раз, опять же в Procreate накидал какую-то кляксу, и нейронка тебе уже сгенерировала что-то в стиле таком-то, художника такого-то. В общем, там изучать. Это кажется так, что ты там сказал. А нарисуй мне вот это, татуировку крутую. Это будет какая-то хуйня. То есть нам надо знать стиль, направление всего. И татуирования, и художников, блин, да, даже и назвать-то это не могу нормально. Живописи, графики, вот, в стиле аниме, реализма. В общем, изучать, не переизучать, там реально очень много чего надо понять, выяснить, изучить. Ну вот, скажем так, я нахожусь сейчас в самой начальной стадии изучения. Ну, первый шаг я сделал, скажем так, Коллектив известен тем, что его участники на концертах, фотосессиях, интервью носят маски и специальные комбинезоны. Маски видоизменяются с выходом нового альбома. О, вот это я, кстати, не знал, это я пропустил. На данный момент группа, что каждый альбом новые маски. Выпустила 7 официальных студийных альбомов. Последний на данный момент альбом группы The End, So Far, вышел 30 сентября 2022 года. Так, давайте теперь по поводу этого альбома. The Music Featuring Dialectic. Как вообще понять, как он называется, этот альбом? Так. Вот как он называется, скажите, где здесь именно написано название альбома? Давайте будем смотреть по картинкам. Нет, не там, вот здесь. Не то. Короче, на всякий случай еще посмотрим другие. Получается, у меня сейчас теперь есть альбом 2008 года, вот этот. И этот альбом 2004 года. Так, клацнем. Фольдрай the Subliminal Verses. Короче, да. Часть 3, стихи из подсознания называется. Третий студийный альбом американской метал-группы Slipknot, выпущенный 25 мая 2004 года Wayborn Records. Специальное издание. Содержащее бонус-диск был выпущен 12 апреля 2005 года. Это единственный альбом группы, спродюсированный Риком Рубином. После тура в поддержку своего второго альбома в 2001 году начались спекуляции относительно будущего группы. Некоторые участники группы уже участвовали в сторонних проектах. Да, реформировали, да, в 2003 году Slipknot переехал в особняк Рубина, чтобы работать над новым альбомом. Поначалу группа была непродуктивной, вокалист Корик Тейлор много пил. Тем не менее, группе удалось написать более чем достаточно материала для нового альбома. Считается первым альбомом Slipknot, в котором были традиционные мелодичные структуры песен, гитарные соло и акустические инструменты. Альбом получил в целом положительные отзывы. Allmusic похвалил Slipknot за стремление сделать его альбомом Slipknot. В
В то же время, как журнал Q добавил, что альбом был триумфом группы. Альбом вышел в первую десятку по продажам альбома в 11 странах и стал платиновым в Соединенных Штатах. В 2006 году песня Before Forget получила премию Грэмми. Номинация в лучшие метал-исполнения в конце 2009 года. Выпущен список лучшие металлические песни десятилетия. Короче, альбом многообещающий, друзья. Рекос включил клип на песню Duality в список лучших музыкальных клипов в истории Roadrunner. Нифига себе. Ну, погнали слушать. Еще хочу также интегрировать в свои видео с велотурами то процесс создания, генерирования картинок в фокусе в нейросетях. Ну, в программе Focus, собственно говоря, пока что. Потому что в дальнейшем я хочу и вторую программу освоить, она пока для меня тяжеловато для восприятия. Об этой программе потом еще расскажу, пока что в фокус. И чтобы это было в формате, то есть показывать видео в видео, картинка в картинке, как было с тренировками в предыдущем видео, с тренировкой. То есть основное видео это велопрогулка, и маленькое видео в нем это либо тренировка, либо распаковка компакт-диска и пару слов о нем, либо процесс генерации картинок. То есть это будет рабочий стол и непосредственно сниматься, что происходит на рабочем столе сейчас в компьютере, и мое лицо, скажем так, вещающее о том, что именно я делаю. Я уже так чуть-чуть поэкспериментировал, установил программу для записи. Все вроде работает хорошо. В общем, вот эти три направления: компакт-диски, тренировки и генерирование картинок будет в моих видео дальнейших вставлено, и в целом так или иначе все будет крутиться вокруг этого. Ну и потом еще будет татуирование, тоже буду вставлять, процесс тренировки и всего, что с этим связано, в свои основные. Буду вставлять свои основные видео с велотурами, с велопрогулками. А теперь погнали тренироваться. Отжимания от пола на ручках, на подставках. На порядок тяжелее, чем отжимания просто от пола. И первый подход – разминка. Не глубоко, на количество. Следующие два подхода отжиманий были с дополнительным весом, но и Руся отказалась сниматься на камеру, и поэтому придется вам поверить не на слово. Да, первый подход был с нею на спине, на подставках, на ручках, на, по-моему, 8 раз, или сколько, не помню. И третий подход отжимания с ней же, без подставок, без ручек, непосредственно от пола на 10 раз, по-моему. Следующее упражнение отжимания на брусьях. Не глубоко, разминка. Сейчас опять немножко велосипеда, и продолжение тренировки следует. Не переключайтесь. Я бы уже делал такие вставки с процессом создания картины. Но пока что еще ничего такого стоящего я не сделал. А все показывает просто какие-то скопированные промпты. Или просто какая-то
Подсебятина это. О, офига, он картинку сгенерировал. Эти картинки ничего не стоят. Мне не интересно. Как только я увижу, что хоть что-то получается, я буду вставлять. Ну, записывать и вставлять сюда. Отжимания на брусьях с дополнительным весом. Одеваю жилетку весом 30 килограмм. Отжимания не глубокие ввиду особенностей конструкции моих брусьев. И в целом помещение, где я это делаю, там отжиматься глубоко сложно и на суставы нехорошо старым людям, поэтому отжимаюсь я с весом или разминаюсь не глубоко, только последнее на закачку, последний подход делаю глубоко, а так на брусьях всегда это, как правило, не глубокие отжимания. Такая вот техника. Левой рукой. И теперь те самые ранее анонсированные глубокие отжимания на брусьях. Последним подходиком на закачечку. И да, кстати, этот подход, как правило, я делаю в технике стриптиз, так называемый, когда ты делаешь рабочий подход, да, и потом без паузы скидываешь вес и закачиваешь с более правильной техникой. То есть я отжался там 30 килограммами плюс, потом эти 30 килограммов снял и сразу без паузы, без отдыха закачал насколько мог с более лучшей техникой, поглубже, соответственно, более глубоко на брусе. Ну и в заключение жим гантелей стоя, гантели по 27,5 килограммов, немного, но для начала пойдет. Прокрутил в голове все, что я сегодня наболтал, и такой пришел к выводу, что 50% своей болтовни я не довожу до логического конца. По поводу стрижки. Я говорил или мне это приснилось? Мне кажется, что я вначале говорил, что я уже не стригусь в парикмахерской лет 5, потом переключился на что-то другое, чего я, собственно говоря, не стригусь, потому что я экономлю деньги.
Потому что я считаю, что цена за стрижку в Германии необоснованно завышена. То есть там делов-то, господи, если так вот разобраться, на 10 минут просто взять, цак-цак-цак машинкой. И в принципе я могу это делать дома. Я уже за эти 5 лет сэкономил денег. Единственное, что зрение ухудшилось, мне уже не так просто с этими очками. Одел, снял. Ну, даже мне сейчас уже подслеповатому это все еще под силу. Я не скажу, что там прямо шикарные прически, стрижки. Ну, так, чтобы не выглядеть орангутангом заросшим. Вполне себе. Ну, 25 евро, там 20 стрижка. Это надо раз в месяц хотя бы постричься. Капец, и денег сэкономил уже. Я потом в последнее время я Иру просил. Но она начинает заниматься этой самодеятельностью. И она мне все короче. Что уже там достригла до того, что уже какая-то шняга, я ее уволил, короче, из парикмахеров своих. Теперь я опять сам стригусь. К чему я это? Ни к чему, просто что план сегодня постричься, потому что завтра праздник. И надо сегодня еще потренироваться, еще приехать, вот сейчас откатать километров 40, потом дома потренироваться и постричься. И, в принципе, дела на сегодня все сделаны. Промпт инженирование, блин, как по-русски-то это сформулировать. Промпт инженерия, вот, промпт инженерия сегодня на программе минимум тоже выполнена. Я прочитал там мануальчик, опять же, от Сергея, нейрографа, как и чего там эти промпты составляют. Чуть-чуть потыкал в программке, ну так, в общем. План минимум — это когда ты толком ничего не сделал для достижения цели, но хотя бы лежал в ее направлении. Так, это я вроде закончил мысль, что надо еще вспомнить, какие еще я мысли начал и не закончил. И переключился на другую тему. По-моему, тоже не досказал. Сегодня был у врача, был последний термин к ортопеду. Заключительный. У меня же была терапия на локоть. Я же почему толком не занимаюсь в последнее время? Потому что у меня то локоть конкретно прихватило, а это локоть гольфиста или теннисиста. Гольфиста снизу, теннисиста, соответственно, сверху. Это может длиться прямо вот годами. Ну, полгода, год — это нормальное явление. Вот. И ты тренироваться уже не можешь, работать не можешь. И мне же назначили это 4 сеанса ударно-волновой этой терапии за свой счет, потому что Кранкасса это не оплачивает, страховка. Каждый сеанс стоил по 40 евро, сам я его платил, в общем, 160 евро. И я так скептически думаю, да ну, блин, выкинутые деньги. Блин, такая еще процедура болезненная, прямо больная это. Ну, просто тебе стучат по больному месту такой штукой, прибором таким, волново-ударный механизм. И, блин, помогло. 4 сеанса я отходил раз в неделю. И прямо сейчас я чувствую еще локоть, но уже не прямо так экстремально. Я уже могу опять тренироваться. Опять же, по поводу тренировок, что я сейчас фактически начал все заново тренироваться. И результаты, как соответственно, там на нуле. Очень слабые, плохие, как будто я вообще ничего не делал никогда. Потому что у меня были проблемы с локтем. И сегодня был последний термин уже непосредственно с ортопедом. И вот у нее была заготовлена дежурная шутка по поводу гольфа. И уверен, что она такое говорит всем, кто с ней приходит. А это такая болячка, что каждый второй, кто физически что-то делает, работает или тренируется, рано или поздно его ждет вот эта вот неприятность с локтями. У меня это уже давно. Я уже 2 раза мне кололи кортизол туда. А кортизол это не есть хорошо. И она меня уговаривает. Я к ней пришел, когда я говорю, сделайте мне укол. Она меня отговорила, потому что это типа разрушает там связки. И это вообще в последнюю очередь укол. Говорит, плохо, что вам вообще их делали, эти уколы. Это ничего хорошего. В общем, она мне назначила эту терапию. Я сегодня к ней пришел. Как вы себя чувствуете? Говорю, блин, да, тут скептически я был настроен, но таки помогло, сейчас меньше болит. В общем, я уже начал опять тренироваться потихонечку, все заново начинать. Начал. И плюс еще с носом вот этим вот, уже 2-й месяц я отхожу. В общем, то простыл, время сейчас такое
ни солнце, ни погоды, ветра постоянные, дожди. Растужаешься через неделю. В общем, вот такая сегодня еще была мысль у меня закончить по поводу тренировок. Еще пока не забыл. Приезжает группа. Вот я читаю это как Unto Otters, но это не так. Это чисто моя интерпретация. Она как-то Anti-Others называется. В общем, американская группа, стиль heavy metal. Вот именно heavy metal. Такой мелодичный. Очень он нам не нравится. Прямо они приезжают, это сейчас тур по земному шарику. И они в Германию приезжают. Концерт, значит, будет 14 февраля в Гамбурге, 3 марта, по-моему, в начале марта в Берлине. Блин, билеты 34,90. 35 евро билет. А это что это? Очень доступно. И проблема, и рядом. И в пятницу в 8 часов вечера, то есть можно после работы сгонять. Но не с кем. И Руся вообще не ее тема. Вообще никакие концерты, а метал вообще можно забыть. А можно было бы, конечно же, где-то кого-то все-таки найти. Ну, 14 февраля, одну ее не оставишь. Все-таки день влюбленных. В марте, может быть в марте, не знаю, если кого-то найду. Не знаю, ну вот как-то и хотелось бы, и не очень. Так, чтобы группа нравится, чтобы прямо там кипятком писать, так нет. Слушаю, она у меня в сборнике есть, слушаю периодически. Но чисто ради движухи группа неплохая. Ради движухи съездить на концерт. Посмотрел, там с отелем можно там за 40 евро отель на человека можно найти. То есть за 70 евро можно вместе с отелем. Не знаю, я разговаривал, у меня чувак есть на работе. Он такой тоже металл слушает, мой возраст, даже чуть постарше. Он тоже все сошлось, он велосипедист, заядлый прямо, еще позаядлее, чем я. Вообще фанатик. И метал слушает тоже, такая еще жестче. И эта группа для него слишком мягкая. Он такой, да не, Алекс, это мягко для меня. Я ему говорю, я ему предложил, поехали. Погнали на концерт. Он там, ну, что-то мягкое сильно. Ну, его не такое, что мне кореш прямо, чтобы мы там по концертам ездили. К чему это? Ну, короче, к тому, что в принципе найти с кем можно при желании. Ну, раздумываю. Наверное, если то в Берлин. Просто в Берлин это уже дальше, чем Гамбург ближе. Хотя, наверное, от нас что туда, что сюда одинаково. Ну, как-то в моем представлении Гамбург нам ближе. В общем, я бы лучше с Гамбург сгонял. Ну, вопрос остается открытым, в общем. С Anti-Others. Последнее, заключительное в этой велопрогулке, друзья. Отпуск у меня только стартовал. 10 дней получается. И раздумывал я, что бы такого выдающегося сделать на велосипеде. Куда поехать? И у меня такая идея, фикс, уже давно сидит в голове, проехать через всю Германию. Но за раз пока что это нереально, потому что у меня на это нет времени. Ввиду плотной занятости. А вот частями вполне себе можно было. Посмотрел я сегодня официальные велотуры. Там вдоль Германии, через Германию, параллельно, квер, перпендикулярно, поперек, пунктиром, в полосочку. Куча их там. По 12 штук их туров этих по Германии. И самый такой оптимальный был бы для меня, для начала, осилить D2 тур. Он начинается в Ростоке и заканчивается в Мюнхене. Прямо, я думаю, стартануть километров 100-200 проехать
с этого тура в следующем отпуске. Следующие 100 километров, 200. Ну, то есть проблема в том, что ты на машине едешь, ты сохраняешь пункт, координаты, докуда ты доехал в прошлый раз, сохраняешь. Потом в следующий раз едешь на машине туда, оставляешь машину, едешь на велосипеде дальше. Но надо возвращаться все время. И, соответственно, особо много ты не продвинешься. Ну, максимум это 200 километров. То есть сотку туда, и сотку надо обратно к машине проехать. А 200 километров это уже, ну, как минимум, хорошая погода. Как минимум летом это надо делать. Ну, посмотрим. Пока что главное начать, втянуться, а там будет видно. В общем, стартану с Ростока по этому пути. Все, разворачиваюсь обратно. Сегодня хватит. Там километров 40-45 получится сегодня в общей сложности. Я подозреваю, сейчас будет сумасшедший ветер встречный. У меня сейчас сегодня тренировка. Вот такой вот план еще, друзья. Все, планы. Проехать через всю Германию на велосипеде по маршруту D2. Дальнейшее развитие в этом направлении будет в следующих видео. Все, за сим буду прощаться, друзья. Ставьте лайчок, подписывайтесь. Ветер какой-то непонятно холодный, боковой. Как-то в бочину холодно стало. Надо застегнуться. Обнимаю за сим. Ваш Алекс Баянович. Пока-пока.